I just miss you more than anything. It's way too quiet in the house. I'm just wasted on the couch, 'cause I don't wanna feel anything. Wish you'd stayed here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stay. Приветствую вас в моей новой видеоистории. Я так рада снова встретиться с вами и, наконец-то, порадоваться наступлению нового сезона. С каждым новым днем осенняя атмосфера окутывает своим сиянием природу. В утреннем саду прохладно, пахнет поздними цветами и влажной травой. Выходя в сад, набрасываешь на плечи любимый пушистый кардиган и слышишь шорох падающих листьев старой яблони. А когда сердце наполнено любовью и благодарностью, то места для грусти не остается. Наоборот, ощущаешь прилив вдохновения, гармонию и желание творить, познавать что-то новое. И осенний сезон как нельзя лучше для этого подходит. С наступлением сентября мы с новыми силами беремся за обучение. А так как мы выбрали семейную форму образования, то все занятия у нас проходят дома. Девочки в свободной атмосфере, без спешки и суеты учатся писать, считать и осваивают все то, что им в дальнейшем пригодится в жизни. Девочки наши очень домашние. Они учатся дома, и, несмотря на это, они очень общительные, искренние и добрые. Когда они попадают в социум, там, где есть другие детки, они с радостью с ними общаются, знакомятся, и все это происходит легко и просто. Также они, бывают, посещают какие-то дополнительные кружки. Например, сейчас, 1 сентября, мы записались в творческий кружок, который находится недалеко от нашего дома, за городом, и они с радостью ходят на эти занятия. Это был осознанный выбор нашей семьи, и им я действительно довольна. Для меня важно видеть, как растут девочки, участвовать в их жизни и помогать им проходить путь познания нового. А еще это дает большую степень свободы, возможность распоряжаться своим временем, когда можно в любой момент отправиться в поездку, на прогулку, а также с самого детства не погубить любовь к познанию нового, как это часто бывает, когда дети перегружены обучением. Я рада, что есть такая возможность, и мы ей с удовольствием пользуемся. Ли у тебя цветочка?
Осень для меня — это всегда особенно уютная атмосфера, складывающаяся из различных деталей, ароматов, вкусов, прикосновений к мягким материалам, предметы определенной формы и цвета. С большим удовольствием я приступаю к смене гардероба. Легкие, открытые платья сменяются на более теплые, приглушенных оттенков и бархатистых материалов. Смена сезона может быть настоящей и очень трогательной семейной традицией. Я выбираю наряды для доченек, но не забываю и о себе. Мне в новом сезоне захотелось добавить в свой гардероб шерстяной клетчатый сарафан, коричневые балетки, длинный пушистый кардиган или большую сумочку. Такие личные согревающие детали вдохновляют отправиться на осеннюю прогулку и дарят ощущение уюта. Этот клетчатый сарафан я буду носить с легкими блузами, а когда станет прохладно, одевать под него джемпера и, конечно же, теплые шерстяные колготки. И, конечно же, осенью хочется наполнять дом особенной уютной атмосферой, чтобы все вокруг было окутано теплом и заботой, чтобы близкие ощущали это особенно ярко. Я сделала несколько уютных покупок, которые так поднимут настроение не только детям, но и взрослым. Например, сделать горячее какао на миндальном молоке и налить ее в эту забавную кружку ежик. Или в дождливый, прохладный осенний день приготовить густой тыквенный латте и подать его в кружке в форме маленькой белой тыковки. Я уверена, что эти небольшие детали способны поднять настроение каждому, как детям, так и взрослым. Так как я большой любитель пить чай, то приобрела 2 одинаковые изящные чайные пары, чтобы пить чай с мамой за теплыми вечерними разговорами. А этот маленький прозрачный чайник дополнит наши уютные чаепития. В нем так красиво сияет заваренный чай на осеннем солнце. И еще одно мое осеннее приобретение – это подставка для десертов со стеклянным колпаком. Ее можно использовать как подставку для торта, также для пирожных и фруктов.
Уже достаточно продолжительное время я стараюсь более осмысленно делать покупки, выбирать только то, что действительно нужно, или совершать покупки, которые планировала именно в начале сезона, а не постоянно покупать то, что мне внезапно понравилось. Конечно, бывают и исключения, но чаще всего я придерживаюсь своего правила, и это дает хороший результат. Дом не перегружается вещами, и в нем легче наводить порядок. Stayed here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stayed here right with me. I can't shake that feeling that we said goodbye too soon. А теперь я хотела бы поделиться с вами своими книжными находками, которые еще только планирую прочитать этой осенью. Первая книга с атмосферной обложкой писательницы Розамунды Пилчер «Сентябрь». Это будет второе произведение этого автора, которое я прочитаю. Мне кажется, такую книгу нужно читать под теплым пледом, с зажженными свечами и приглушенным светом. Следующая книга, которую я хотела бы прочесть именно осенью, называется «Тайная жизнь деревьев». Она меня заинтересовала тем, что автор уверен, что деревья, они как живые существа, имеют свой собственный язык и характер, и они способны рассказать нам множество интересных историй. Еще одна книга, которую я планирую прочесть в этот сезон, это мемуары и записки дочери императора Николая I. Называется она «Сон юности». Ее писала Ольга Романова. Я думаю, что в этой книге я найду много всего интересного и погружусь в атмосферу ушедшей эпохи. Также я планирую перечитать «Шагреневую кожу» Оноре де Бальзака и «30-летняя женщина». Мне очень нравится этот автор, у него очень красивый образный язык, конечно же, захватывающая история. Я думаю, что я получу колоссальное удовольствие, снова погрузившись в эти произведения. В нашем домашнем интерьере тоже произошли приятные перемены. Одна из которых – это приобретение большого дивана с гобеленовой обивкой. На этом диване так уютно будет проводить время всей семьей. Мне очень понравилась его расцветка, и к тому же он такой мягкий, большой и уютный.
В этой видеоистории нашей семьи мне очень хотелось поделиться с вами теми моментами, которыми наполнены наши первые осенние дни. Поделиться тем, что вдохновляет и радует. И, конечно, мне будет очень приятно, если вы в ответ тоже поделитесь, как проходит ваша осень, что вас вдохновляет. И до скорой встречи!